Представьте себе место, где заканчивается карта мира, где привычные законы навигации перестают работать, а стрелка компаса словно сходит с ума, указывая не на север, а в пустоту. Мы на самом краю обитаемой Земли, там, где Южная Америка, будто сломанный палец, тянется к ледяному сердцу планеты — Антарктиде. Между ними лежит водная бездна, которую моряки веками называли просто пастью. Пролив Дрейка. 800 километров ледяного хаоса. Самое широкое, узкое место на планете. Самое глубокое кладбище кораблей. Самый мощный ускоритель воды на Земле. Здесь, на стыке двух океанов, Тихого и Атлантического, уже 40 миллионов лет без остановки идет битва титанов. Веками это был единственный путь для тех, кто хотел обогнуть Америку, и веками он собирал свою кровавую дань. На дне, в холодной темноте, под давлением в сотни атмосфер, лежат скелеты сотен кораблей, груженные золотом галеоны, клиперы с чаем, военные крейсеры, современные яхты и контейнеровозы, десятки тысяч людей, которые так и не увидели берег. Их кости стали частью геологии дна. Даже сегодня, в эпоху спутниковой навигации, радаров, титана и атомных двигателей, капитаны бледнеют при мысли о проходе через Дрейка, страховые компании взвинчивают тарифы, а логистические гиганты готовы тратить миллионы, отправляя суда в обход через Панаму или даже вокруг Африки, лишь бы не встречаться с этим чудовищем. Почему? Долгое время считалось, что все дело просто в штормах и плохой погоде. Но современные исследования с использованием спутниковой альтиметрии, автономных глубоководных дронов и суперкомпьютерного моделирования вскрыли пугающую правду. Пролив Дрейка — это не просто вода. Это гигантский планетарный механизм, термодинамическая машина, ускоритель, где разгоняются не частицы, а миллиарды тонн океана. Место, где океан теряет рассудок. Здесь зафиксированы аномалии, которые не укладываются в классические модели физики волн. Волны-убийцы, возникающие в штиль, течение со скоростью горных рек, дно, работающее как линза, фокусирующее энергию шторма в одну точку удара, и атмосферные процессы, способные за часы превратить корабль в айсберг. Чтобы понять природу этого монстра, нужно взглянуть на Землю сверху, со стороны Южного полюса. Планета вращается на восток, и вместе с твердой корой вращаются атмосфера и океан. В северном полушарии континенты тормозят это движение, дробят потоки, заставляют их закручиваться в безопасные вихри, но в южных широтах, между 40-й и 60-й параллелями, суши почти нет, только бесконечное кольцо воды. Здесь царит антарктическое циркумполярное течение, самое мощное на Земле, единственное, которое замыкается само на себя. Оно несется вокруг Антарктиды, не встречая преград, разгоняясь под действием ветра, а ветер, в свою очередь, питается энергией воды. Это вечный двигатель. Его мощность измеряется в сверхдрупах, миллионах кубометров воды в секунду. И вдруг вся эта колоссальная масса на полной скорости врезается в узкое горло между континентами. Пролив Дрейка сжимает поток, создавая эффект Вентури. Чтобы пройти через сужение, вода вынуждена ускоряться. Скорость течения здесь достигает безумных значений, но это не гладкий поток, а кипящий турбулентный хаос. Гигантские вихри диаметром в сотни километров отрываются от основного течения и живут собственной жизнью, сбивая суда с курса и затягивая их в спирали. Спутники фиксируют разницу уровней океана. Тихий океан на входе в пролив выше Атлантического на выходе. Дрейк — это горизонтальный водопад. Корабли, идущие против течения, буквально взбираются в гору, борясь с массой воды, которая пытается отбросить их назад. В парусную эпоху это было приговором.
Суда неделями и месяцами пытались обогнуть мыс Горн, но за одну ночь их сносило на сотни миль. Люди умирали от цинги, сходили с ума, а корабль оставался на месте. Но течение — лишь фундамент катастрофы. Настоящий убийца — волны. Здесь у них нет берегов, о которые можно умереть. Они бегут вокруг планеты, накапливая энергию. Разгон Феча здесь бесконечен. 10-метровая волна — это почти штиль. 20-метровая — обычный день. А самое страшное — волны-убийцы, одиночные стены воды, возникающие внезапно при ясном небе высотой с 9-этажный дом. Их появление долго считали мифом, пока приборы не зафиксировали реальность. В проливе Дрейка сходятся все условия для их рождения. Сильные западные ветра, мощное течение со встречными вихрями, интерференция волн разной длины и скорости, сжатие энергии в узком пике. Вероятность появления волны-убийцы здесь в разы выше, чем где-либо еще. У экипажа нет времени на маневр. Удар эквивалентен столкновению с бетонной стеной на скорости 40 км в час. Давление — сотни тонн на квадратный метр. Сталь не выдерживает. Мостики смывает, корпуса трескаются, суда ломаются пополам и исчезают, не успев подать сигнал бедствия. Но опасность идет не только сверху. Пролив Дрейка — это подводная горная страна. Здесь проходит хребет Скотия. Дно скачет от 5 километров глубины до нескольких сотен метров. Подводные горы и каньоны работают как трамплины, выбрасывая потоки воды вверх и создавая стоячие и пирамидальные волны. Корабль попадает в стиральную машину, где удары приходят со всех сторон одновременно. Землетрясения здесь обычные. Тектонические плиты напряжены, подводные оползни и цунами превращаются в направленные пучки энергии, от которых нет спасения. Над проливом постоянно рождаются циклоны. Полярный вихрь Антарктиды сталкивается здесь с теплым воздухом умеренных широт. Давление падает, ветер разгоняется до ураганных скоростей, видимость исчезает в белой мгле, где воздух и вода смешиваются в смертельную взвесь. Обледенение нарастает тоннами, смещая центр тяжести судна вверх, превращает его в неустойчивую ловушку. Люди выходят на палубы с ломами, и один шаг в сторону — это смерть за 4 минуты в ледяной воде. Дно пролива — музей катастроф, хроника человеческой самонадеянности. От деревянных клиперов до современных контейнеровозов, от военных кораблей до подводных лодок, разломанных штормами и течениями. Даже сталь, созданная для войны, здесь оказывается игрушкой. Современные гиганты тоже уязвимы. Параметрический резонанс, совпадение периода волн с собственной частотой качки судна, раскачивает корпуса до критических углов. Контейнеры срываются, груз смещается, центр тяжести уходит, и корабль ложится на бок за считанные минуты. Тысячи контейнеров лежат на дне, медленно отравляя океан. Но самое страшное открытие касается не кораблей. Пролив Дрейка — это климатический рубильник планеты. Здесь океан дышит. Бурное перемешивание поднимает глубинные воды, насыщает их углекислым газом, отправляет углерод в бездну на столетия. Южный океан поглощает до 40% антропогенного диоксида углерода. Это главный тормоз глобального потепления. Но потепление и таяние льдов уже меняют соленость и плотность воды, нарушая этот механизм. Океан может перестать быть губкой и стать источником углерода. Тогда климат щелкнет выключателем. Дрейк — это и биологическая граница, линия, которую не пересекают экосистемы. Он изолировал Антарктиду, породил уникальную жизнь, стал конвейером питательных веществ для всего южного полушария. Для альбатросов его штормы — дорога, для китов — испытание, в котором даже их песни тонут в реве стихии.
Сегодня, когда Панамский канал мелеет, суда снова идут на юг. Трафик растет, инциденты учащаются. А парадокс в том, что туда же идут туристы, платящие за адреналин и селфи, пока капитаны молча считают риски. Один отказ, один пожар, одна волна, и помощи не будет. Это слишком далеко, слишком холодно, слишком враждебно. Пролив Дрейка остается последним фронтиром, местом, где технологии проигрывают природе, где океан напоминает: мы не хозяева этой планеты, мы гости. И есть двери, в которые лучше не входить. Океан умеет ждать. Он ждал миллионы лет. И подождет еще. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.